Эту пару все вокруг считали идеальной. Он актер Константин Корда-Сысоев, снимался в большом фильме «Распутин», где играли Депардье и Машков. В популярном сериале «Литейный», Мата Хари, «Высокие ставки», его фильмография на всех главных киносайтах. Она – Наталья Кормилина, а после свадьбы Корда-Сысоева, стюардесса в крупнейшей авиакомпании страны. Работала на международных линиях, куда попадают только самые лучшие. Она облетела весь мир – Америку, Европу, Азию. Их отношения всем казались очень романтичными, такими красивыми, как в кино. И вдруг стало известно, что Наталья жестоко убита. Преступник нанес ей 69 ударов. В убийстве красавицы-стюардессы обвинят ее мужа-актера Корда-Сысоева. Нет. Константин до последнего будет отрицать свою вину. Улица Тринидада высылают брусчатка. Эта брусчатка сохранилась с времен... С каких времен? Это случилось в конце апреля 2016 года. Папе Натальи позвонил ее муж Константин и рассказал, что Наташа осталась ночевать на даче. И вот он приехал за ней днем, а ее там нет. Телефон не отвечает. Она исчезла. И он страшно переживает, не знает, что делать. Куда пропала его любимая жена? Начались поиски. Максим, старинный друг Натальи, помнит, что перед исчезновением они созванивались, и это был обычный разговор. Ничего странного он не заметил. Она мне написала ВКонтакте, предложила принять участие в каком-то квесте. Честно говоря, я сейчас не помню. Я ей позвонил, мы немножечко поговорили, что за квест, что да как. Я сказал, что, наверное, не смогу. Она сказала, жаль, но если сможешь, то присоединяйся. И, собственно, человек пропал. Просто человек пропал из эфира, ее не было пару дней в социальной сети. Что же происходило, пока Наташи не было в сети? 21 апреля Константин и Наталья поехали на ее машине на дачу под Санкт-Петербургом. С ними был папа девушки. Они завезли его в соседнее село к родне, обещали вечером забрать. И дальше уже отправились на дачу. Дача – это громко сказано. Пока на участке стоял только контейнер. Но в планах семья собиралась построить здесь дом своей мечты. Что же происходило дальше? Вот что рассказал муж Натальи ее родителям про тот самый вечер. Он весь день занимался дачными делами. Часов в 8 вечера позвонил папа Наталье и сказал, что он сам вернулся в город и его не надо забирать. А чуть позже Наталья пожаловалась мужу, что неважно себя чувствует, и предложила заночевать на участке. В контейнере была печка, и вроде бы как Наталья один раз там уже ночевала. Константин отказался. Дома в Питере осталась собака, и ее нужно было выгулить. И вот он уехал вечером в начале 9-го. Вернулся уже на следующий день, часов в 12. А жены нет, ее машины тоже нет. Тогда он решил, что она просто вернулась домой, в Петербург, и что они просто разминулись. Тогда и он поехал в Петербург. Он вернулся, но Наташи дома не было. Вот такая незатейливая история в изложении Константина. Наталью искали и в дачном поселке, и в городе. И ее муж тоже во всем этом участвовал. Поиски длились недолго. Девушку нашел дачник уже на следующий день, 23 апреля. Недалеко от участка, метров где-то 300, был родник, куда все приходили набрать чистую воду. Тело Наташи нашли прямо в ручье. Я в сапогах полез, когда был в сапогах, чуть не утонул. Пенсионер Владимир Цибулич показывает место, где обнаружил тело супруги питерского актера Константина Корда-Сысоева Натальи. Женщины жестоко расправились в лесу недалеко от садового товарищества «Синегейка». К речке подхожу, лежит. Сначала подумал, манекен. Раз приподнял, голова есть, но лицо такое избитое. Позже эксперты-криминалисты насчитают 69 ударов тупым предметом. По одной из версий, это мог быть вот такой гвоздодер. Из исследований
психологии преступника известно, что часто с такой ненавистью убивает кто-то из близкого окружения. В этом остервенении, с которым наносились удары, было много очень личного отношения, личной ненависти. Главным подозреваемым в этой жестокой расправе станет муж Наташи. Актеру из Санкт-Петербурга Константину Кардо-Сысоеву, который, по версии следствия, жестоко расправился со своей супругой, предъявлено обвинение. Сам артист по-прежнему утверждает, что к преступлению якобы не причастен и продолжает играть убитого горем мужа. Артист продолжает настаивать на том, что к убийству супруги не имеет никакого отношения. Следователи намерены доказать обратное. По решению суда ближайшие 2 месяца актер проведет в следственном изоляторе. Их отношения начались в 2008 году. В то время Наташа была очень дружна с Катей. Они обе работали стюардессами и проводили вместе много времени. Катя помнит, с каким блеском в глазах Наташа говорила о своем избраннике. Познакомились они в ночном клубе, караоке, что-то такое было. У них была свадьба в 2011-м. Она тогда была на 7-м небе от счастья. Как бы она говорила, что у них любовь. Любовь, ну, конечно. У нас же у девушек, у женщин бывают долго розовые очки. Как бы, конечно, она была влюблена в него. Безусловно, она его любила, она прям Костя. Она как на него, как на Бога молилась вообще. Наталье на тот момент было 27 лет. Ей нравится ее работа, и там ее ценят. И карьера складывается замечательно. И выглядит девушка ровно так, как стюардессы в рекламных буклетах. Но красота у нее нестандартная, а с такой, как это называют, изюминкой. Да, она была петербурженкой коренной, ленинградкой. Она закончила СПбГУ, биологический факультет. То есть образование у нее было очень хорошее. Просто спокойная, обычная девушка, которая мечтает о женском счастье, о детях, о семье, которая прилично работает свою работу. Наташа в то время уже получила американскую визу. Она летала в США постоянно. У нее были командировки Лос-Анджелес, Нью-Йорк. И трансконтинентальные перелеты, они хорошо оплачиваются. Актер Кардо-Сысоев старше Наташи на 10 лет. Ему на момент знакомства было 37. Родом он из небольшого села недалеко от Новороссийска, в Краснодарском крае. Для карьеры актера он выбрал Санкт-Петербург. Влюбленные проводили много времени вместе. Они часто путешествовали. Вот они на Кубе. И голос Константина за кадром режиссирует съемку ролика. Начали! Индейцы, коренные жители Кубы, сдержали редкую породу безголосых собак. Именно ей был установлен памятник. Этот памятник находится в центре Тринидада. А они много путешествовали? Да, немного путешествовали в Наташиных отпусках. Естественно, Костя официально не работал, и он был к свободному графику, как сам на себя. У Наташи у нас был большой отпуск, 70 дней в году. То есть мы могли спокойно 3 раза в год уезжать в длительные путешествия, потому что у нас служебные билеты от авиакомпании. Мы летали за абсолютно другие стоимости, за абсолютно другие суммы. И также наши члены семьи, в первую очередь, это родители, муж, жена, дети, также пользовались соцпакетами авиакомпании. Поэтому то, что даже они много путешествовали, для нас это было абсолютно нормально. В то время. Катя, а вот Наташа, она говорила, что Костя какой-то, становится известным актером, или наоборот, она говорила, что у него прям трудно идут дела, хоть он и актер. В какую сторону склонялась она? Она не говорила, что он успешный, просто среднестатистический актер, там она рассказывала что-то, что вот у него премьера будет, еще что-то будет, но прям не было такого, чтобы она его восхваляла именно как актера. Как мужчину, да, как актера нет. На киносайтах в фильмографии актера где-то пишут 16 фильмов, где-то 23. Вот только роли доставались эпизодические. Ни одной главной. У некоторых персонажей даже не было имени, поэтому он снимался еще в рекламе, работал ведущим на свадьбах и на других мероприятиях.
Константин Кардо-Сысоев – актер эпизода. В исторической драме «Распутин» ему довелось сыграть Жераром Депардье, но куда чаще мужчина мелькал в криминальных сериалах и фильмах. Эти небольшие роли вряд ли приносили актеру солидные гонорары, поэтому приходилось подрабатывать тамадой на юбилеях и свадьбах. Конечно же, все несказанно рады за вас, счастливы. Наверное, кто-то даже больше рад, чем вы сами. Дело в том, вы просто еще этого не осознали. Вы завтра утром проснетесь, и вы тогда поймете, что вы сделали. После женитьбы молодые поселились в квартире брата Наташи. А потом родители купили дочке отдельное жилье. И семья Кордо-Сысоевых жила там. А что известно про... сейчас мы с вами все равно говорим про их семью, вашими глазами. Давайте разберем. Говорила ли она, как у них распределяется финансовая нагрузка в семье? То есть кто там как зарабатывает, кто что делает, как это все делится. Известно вам было? Таких подробностей Наташа никогда бы не рассказала. То есть я одно могу сказать, то что Наташа хорошо зарабатывала, в последнее время Костя не работал, он то учился где-то, то еще что-то. То есть она зарабатывала хорошо, была ее белая зарплата. Жили они в ее квартире. Она петербурженка, это была ее квартира, это была ее машина и ее дача. Все было ее, изначально ей принадлежало. И потом уже мне следователи задавали вопросы. Екатерина, не странно ли для вас то, что мужчина пользуется банковской картой жены? Да, кстати, Екатерина, вам это не странно? Странно, конечно. Наоборот, должно быть. А давайте с вами этот момент разберем. Вообще, стюардесса – это высокооплачиваемая работа? Стабильно, хорошо оплачиваемая. Выше среднего, конечно. В плане денег привлекательная работа? Для девушки, да. Я хотела бы передать привет всем своим друзьям, в особенности коллегам. И было очень странной неожиданностью видеть на этой башне эту надпись. Это позор всей нашей компании. Пожалуйста, полюбуйтесь. То есть только после трагедии мы узнали о его прошлом. До этого она никогда этого не говорила, она молчала. О прошлом вы имеете в виду что сейчас? Что именно? Что у него уже было 2 детей и 3 жены до нее. То есть об этом она никому никогда не рассказывала. Друзья и близкие Кордо-Сысоевых никогда не видели, чтобы пара ссорилась публично или жаловалась. Поэтому друг Наташи, Максим, был удивлен, когда незадолго до трагедии Константин вдруг написал ему в соцсети. Он мне за примерно месяц с чем-то, мы о чем-то там ни о чем пообщались, я его спросил дежурно, как дела. Мне было не особо интересно, вроде как у людей так принято. Он мне написал в ответ, что вокруг попа, если культурно выразиться, и она постепенно сжимается. Вернемся в конец апреля 2016 года. Следователи изучают место преступления у родника, недалеко от дачного участка Кордо-Сысоевых. Судя по травмам, Наталья до последнего пыталась руками отбиться от нападавшего, поэтому очень много ран было на руках. Но смертельными стали сильные удары по голове. Как напишут потом эксперты, она скончалась уже после 30-го удара. И дальше преступник ударил еще почти 40 раз уже бездыханное тело. Я была уверена, что будут похороны в связи с тем, что случилось, что будут похороны в закрытом гробу, но нет. Отпевали в церкви и в часовне. Гроб был открыт. Я подошла, у нее определенные черты лица, она красивая, она милая. Но это была не она. Я не узнала ее. Я все понимаю, но я не узнала ее. Это было слишком зрелище, которое... Мама ее, когда открыли гроб, просто это крик на всю церковь. Доченька моя. Родственникам Наташи до сих пор очень трудно и больно все это вспоминать. Мы общались с родными Наташи, но не стали настаивать на съемках интервью с мамой девушки. После смерти дочери у нее начались проблемы со здоровьем. А у папы девушки через 2 месяца случился инсульт. Он долго болел, и 5 лет назад его не стало. Поэтому историю Наташи нам рассказывают ее друзья и про тот страшный день, когда девушку хоронили.
Там, я насколько понимаю, повреждения были именно в области головы. Да. Ой, да. Я не понимаю, за что это. За что даже? Ну, как можно так убить человека? Это очень жестоко. И если это Константин, еще спокойно после этого прийти на похороны и со всеми вместе, как бы если нас всех действительно нас трясло. Там не было слез, там был ужас. Но пока никто никаких обвинений вдовцу не предъявлял. И никто из близких даже не мог подумать, что Константин мог совершить такое. Правда, его поведение на похоронах казалось странным. А как он себя вел на похоронах? Ну, для меня показалось странно. Он вел себя сдержанно. То есть тогда на похороны приехало все руководство филиала Санкт-Петербурга, Аэрофлота. Было много наших коллег. Все были просто в шоке, как бы это стрессоустойчивые люди. Нас просто трясло. Это не передать, это самое страшное, наверное, что я видела в своей жизни. Мама Наташина. Эти воспоминания, они навсегда в моей жизни, как бы. А он просто стоял спокойно. С Константином мы виделись еще на похоронах. Причем его было не видно и не слышно. Я его просто не заметил, потому что он прям, не знаю, может, там, прятался с других людей. Вел себя очень робко, неуверенно. Он тогда еще не был подозреваемым, к нему не было никаких ограничений применено. Там, ну, и по подписке о невыезде ничего этого еще не было. Но он вел себя уже достаточно как-то так неуверенно, боязливо. Было такое ощущение, что у него полиартрит. Вот, по движениям, по повадкам. Он очень аккуратно двигался, достаточно неуверенно себя ощущал. Но ему в любом случае приходилось играть какую-то роль, но тут никуда не деться, да, от этого. Он пытался играть, но даже при том, что вот он актер, ну, у него не очень получалось, если честно. Он не проявлял никакой особой скорби, никакого вот такого вот, как сказать, проявления эмоций, чувств, вел себя неуверенно, держался он чуть-чуть поодаль, не в первых рядах, что, ну, странно на самом деле. Странновато, да, для мужа. Угу. Вот, ну, казалось бы, человек должен прямо, ну, на гробе валяться, а, ну, этого не было. Было такое ощущение, что у него действительно комплексная проблема с организмом приключилась. Он двигался как вот, ну, вот бабушке лет 80. Именно даже по движениям. Это может быть стресс, может быть ступор, может быть просто, ну, мне не каждый день мы хороним близких людей, а если мы их убили, то тем более. Я не знаю. Но вот ощущение было именно таким. Корда Сысоева задержали через неделю после убийства Натальи. Слишком много несовпадений нашли следователи в его рассказе про тот самый день. Актер свою вину не признавал. Но данные телефона Константина и неожиданные свидетели говорили совсем о другом. Сначала следователи проверили рассказ Константина о том, что Наташа вдруг захотела переночевать в контейнере. Само это желание выглядело очень странно. В тот день, 22 апреля, был небольшой дождь, и ночью всего +1 градус. И нелогичным кажется желание Наташи в такую погоду и при плохом самочувствии остаться ночевать в контейнере. Константин странности в этом не видел. Он же сразу объяснил следователям, что в контейнере была печка, что-то вроде буржуйки, и что однажды они там уже ночевали. Криминалисты осмотрели печь, и оказалось, что никто ее в этот вечер 22 апреля не топил. Там не было ни следов золы, ни остатков обгоревших дров. Зато там был пластиковый стаканчик. Одноразовый, абсолютно целый, не сгоревший. Не нашли в бытовке средств личной гигиены и косметики. Хотя родные Натальи говорили, что без этого она вне дома никогда не ночевала. Так, вторая странность. Актер рассказал следователям, что на следующий день вернулся на дачу. Видимо, своим ходом на автобусе или на маршрутке. Дошел до участка и увидел, что жены там нет. Следователи проверили, где в это время находился его телефон. И действительно в районе дачи. Но тут важный нюанс. Телефон находился на даче ровно 6 минут
47 секунд. При этом от остановки до участка только в одну сторону идти около 10 минут. То есть Константин просто физически не мог так быстро обернуться туда-сюда. Следователи предположили, что Кордос Исоев просто создавал видимость поиска жены. Он отлично знал, что жены нет на участке. Но актер заявил: «Я ни в чем не виноват, у меня есть алиби. Вечером я был дома, в Петербурге. Это доказывают камеры наблюдения у подъезда. У нас нет этого видео, но есть подробное описание. Действительно, камеры показали, что в 9 часов 48 минут вечера Кордос Исоев вернулся домой. В руках у него был полиэтиленовый пакет. Через 5 минут он выходит из подъезда уже с собакой. Гуляет с ней полчаса. Заходит в подъезд. Там не забывает взглянуть на себя в зеркало. С лицом у него все в порядке. И дальше возвращается в квартиру. Пока вроде бы рассказ совпадал с данными камер. Но следователи задались другим вопросом. Да, вечером Кордос Исоев был в Петербурге, но он вполне мог совершить преступление в течение дня и потом уехать в город. И оказалось, что были свидетели, которые видели актера у того самого ручья. А потом появились еще улики. А дальше, после разговора с близкими Натальи, появился и возможный мотив. Девушка собиралась развестись с Константином. Кордос Исоевы в браке прожили 5 лет, а были вместе с начала отношений все 8 лет. Казалось, что глава семьи, конечно же, Константин. Он и старше, и опытнее, и вообще такой надежный и уверенный. Таким он выглядел для окружающих. У близких друзей было другое мнение. Я первое ощущение прекрасно помню. Он какой-то мягковатый, рыхловатый именно вот по характеру. Видно было, что ему интересно узнать обо мне побольше, но при этом вот какой-то он ватный был по общению. Наташа была активная, достаточно так бодро, весело общалась, а он именно больше такую позицию наблюдателя занимал. Ему было, видимо, интересно именно обо мне со стороны так узнать побольше. Он пытался претендовать на роль лидера, но он и по характеру не вытягивал. И, как потом выяснилось, по материальному аспекту тоже не вытягивал, потому что стюардессы зарабатывают не космические деньги, но, в общем-то, достаточно неплохо, насколько я знаю. А он-то, я так понимаю, что перебивался с какими-то случайными такими вот подработками, заработками, по актерской своей теме, а больше ничего, насколько я понимаю, у него и не было альтернативных источников дохода каких-то. А вот еще один момент. Вы сказали, что Константин был мягковат, такой ватный. Вы же имеете в виду проявление, а не комплекцию? Характер, да, именно характер. Он относительно никакой. То есть человек вроде что-то говорит, что-то рассказывает, что-то спрашивает, как-то реагирует. А вот оно такое ощущение, как оно рыхловатое, ватное, неоформленное такое. Может, даже инфантильное немножко. Они продолжали все свободное время проводить вместе и казаться всем вокруг все той же идеальной парой. А насколько, просто себе, чтобы представить, вы коллеги по работе, проводите много времени вместе, в силу работы. А насколько вы, вне работы были также посвящены в жизнь друг друга? Естественно, когда мы вместе летали, мы находились вместе 24 часа в сутки, потому что мы жили в одном номере в отеле. Мы очень много времени проводили на работе вместе. Мы рассказывали все, что происходит у нас дома на выходных, как мы провели отпуск, как что-то еще. Наташа была счастлива, она мне рассказывала, я говорю, как отпуск провела. Она говорит, летали к родственникам в Новороссийск. То есть постоянно она была, постоянно там, постоянно с ним, постоянно про Костю, про его семью, постоянно, всегда. То есть все выходные, все свободное время – это Костя, все отпуска. И все с виду картинка была очень хорошая, то есть они много и путешествовали, летали отдыхать, все свободное время она проводила вместе с ним. Со временем романтический флёр начал испаряться, и все отчетливее проступали бытовые проблемы. Катя, а вы, когда Наташа рассказывала, как у нее идут дела, она никогда не упоминала о каких-то их ссорах? Нет.
Нет, вот это вот есть просто у людей бывает одно. Есть работа, есть личная жизнь. И бывают даже самые близкие люди своим родным не рассказывают о том, что происходит дома. Но, по крайней мере, каких-то на ней синяков, ссадин, я ее видела как бы в разных состояниях, скажем так, никогда не было. Наташа в последний, наверное, год она была в недоумении, а последние, наверное, полгода она была, скажем так, в средней стадии раздражения уже, потому что он актер, денег особо нет. У нас, конечно, сейчас более-менее равноправие, но все-таки я считаю, что мужчина должен принимать на себя большую долю ответственности в финансовых каких-то вещах. Он искал работу, но он искал ее так, что он за год не нашел ничего от слова совсем. Исключение было вакансия оператора башенного крана, он пошел на обучение. Насколько я знаю, дальше этого дела не пошло, я уж не знаю почему. Понятно, что она была недовольна, но я от нее прям жесткости в адрес не слышал. Она была расстроена, раздражена, но в отношении к нему, насколько я знаю, она этого не особо проявляла. Но не мужик. Нет, допустим, там, может быть, ему и не стоило и уж так уж прямо лидировать финансово. Не в смысле не стоило, то есть мог не лидировать финансово, но мог хотя бы пытаться равную долю вносить, как-то так. На шее не сидеть, а у женщины на шее уж тем более не сидеть. Извините, мне смешно. Вот именно это мне смешно. Мужик, которому за 40, сейчас я не понимаю. У тебя есть женщина, которая гробит свое здоровье, все-таки авиаперелеты это вредно, постоянный авиаперелет. И она тянет себя, тебя, а ты при этом сидишь на попе ровно и перебиваешься какими-то второсортными такими ролями, эпизодическими. При таком раскладе ты должен был дворником пойти хотя бы, правда. Вот не берут тебя никуда, иди дворником. У тебя времени много между съемками, но нет. Он этого не делал. Наташе, естественно, это не нравилось, но кому понравится? Ты тащишь на себе мужика, который еще к тому же несет ответственность не только за тебя, еще за своих детей. Он алименты не платил, это я точно знаю. Но куда это годится? Журналисты писали, что этот брак был даже не вторым и не третьим, а четвертым в жизни Константина. И что у него было 2 детей от 2 разных жен. В семейной жизни Натальи и Константина наступил момент, когда тоже зашел разговор о детях. И, возможно, именно эта тема стала началом серьезных разногласий, а не бытовые трудности и скромные доходы мужа. А вот вы сказали, что ей важны были дети, семья. Семья, понятно, у нее была, детей нет. Как вы поняли, что ей это было реально действительно важно? Она очень хотела, она меня постарше, она очень хотела детей, даже у меня с ней есть переписка ВКонтакте, где она мне говорит: Катя, не упусти время, то есть не упусти момент, рожай вовремя. Вот это она мне говорила. Здесь она мне пишет: я работаю, но хочу ребенка, кредиты, квартира. Нужно время не упустить, а ты сама еще ляля, хотя, может, и созрела. Это ее были одни из таких слов мне важных. Нужно время не упустить. У нее была прям цель родить ребенка. И у нее было очень много разговоров об этом с Константином. Но он любит себя, что я могу сказать. А у вас сложилось ощущение, что он детей не хотел? Нет, это Наташа старалась. У Наташи все было, вся ее история была: я хочу ребенка. Ей уже было 35-36 лет. Это уже такое время для девушки, когда уже надо рожать. Родные девушки рассказали следователям, что Наташа и Константин в последнее время часто ссорились. И оказалось, что в тот самый вечер они снова поссорились. Родным это сказал сам Константин, поэтому он и уехал с дачи. Причина ссоры неизвестна. Возможно, Наташа снова завела разговор о детях или о том, что у мужа нет стабильной работы, и Константин уехал. Но он ее не убивал. Его не было у ручья в тот день. Актер продолжал настаивать на своей невиновности и после ареста, и во время следствия. Сысоев вину свою в причастности к совершению данного особо тяжкого преступления не признает, выдвигает алиби, выдвигает версию, что он организовал мероприятие по поиску, своей супруги, которые не увенчались успехом.
И вот в уголовном деле появился первый свидетель. Он видел в этот самый день, 22 апреля, совсем рядом с ручьем Наташину машину. Она стояла там где-то уже в 4 часа дня. А после 8 вечера уже другие свидетели видели около ручья мужчину, очень похожего на Константина. Свидетели заметили, что у Константина были мокрые пятна на брюках, как будто он пытался что-то отмыть. Потом актера запомнил водитель маршрутки. Он подвозил его в 9 вечера в поселок Ропша. Это недалеко от дачи. И здесь снова несовпадение с рассказом Корда Сысоева, который говорил, что в начале 9-го уже уехал с дачи. Водитель тоже заметил, что у мужчины мокрые брюки и в руках темная сумка. Вышел он в Ропше с этой сумкой, а вот домой вернулся без нее, с пакетом в руках. Возможно, в этой сумке лежало орудие преступления, от которого нужно было избавиться. Орудие убийства не найдено. Они находились за городом, на даче. Это Красное Село у нас в Санкт-Петербурге. Его запомнил хорошо водитель автобуса. Он поехал на автобусе, на маршрутке не в сторону города, как положено, да, человек с дачи едет в город домой. А он сначала поехал в область, назад, как бы что-то там сделал, зашел в лес, что-то сделал, потом вернулся и сел в этот же автобус, как бы. И на Кольцевой на этой он уехал обратно уже в город. То есть не сразу в город поехал, зачем-то он заехал в глушь, в область. Например, предположительно выбросить орудие убийства? Да. Зачем еще? Тем не менее, вот все-таки абсолютно точных доказательств нет. Ну, знаете, вот как, типа, застрелили человека из пистолета, пистолет нашли... Нет, точных доказательств нет. Да, то есть ни следов крови на одежде, там, ее у него не было, то есть найдено. То есть прямых таких нет доказательств. Нет. То есть остается некий шанс какой-то слабенький, что это не он. Ну, я не имею в виду, что это не он или там что-то. Я говорю, что просто прямых доказательств нет. Прямых доказательств нет. То есть насколько вы убеждены, что это все-таки он? Я просто мнение спрашиваю. Вы же не судья, вы никого не сажаете в тюрьму, просто мнение. Я не уверена в том, что это он сделал. Здесь мы только думали, что сначала это было состояние шока, состояние какого-то аффекта, как бы, когда мы это все узнали, что кроме него больше некому, что она больше никому не нужна. Он много снимался в каких-то сериалах, да, про расследования, про полицейских. Может быть, он мог знать, что если скинуть труп в воду, как это было сделано, то не будет не установлено точное время смерти. То есть точного времени нету, следовательно, здесь и сложно было алиби установить. Он мог продумать это все. Одежду, которая была на Константине в тот день, он постирал, когда вернулся домой. И объяснил это вполне логично. Работал на участке, и одежда испачкалась. Следов крови на одежде не нашли. А что же нашли? Какие улики? На месте преступления обнаружили пластиковую бутылку. На ней отпечатки пальцев Наташи и ее мужа. Можно допустить, что эти отпечатки появились на бутылке, когда Константин брал ее в руки на участке. Или вообще, когда они ехали на дачу в машине. Пока шло следствие, в общественном пространстве кипели страсти. Все, кто следил за этой историей, разделились на два лагеря. Те, кто, пусть и не сразу, но поверили, да, это Корда Сысоев. И те, кто не верит в это до сих пор. Когда началось следствие, Константин еще не был главным подозреваемым. Какие у вас были мысли? Кто мог это сделать? Кого вы подозревали? Подозревать я никого не подозревал, потому что вот по поводу Кости, честно говоря, у меня просто, у него бы духу просто не хватило на такие вещи. То есть его я не подозревал, потому что он чрезмерно мягкотел был, с моей точки зрения, а больше у меня никого и не было в голове, кто бы это мог быть на самом деле. Поэтому тут вот его не подозревал достаточно давно, я даже ее брату говорил, что, по моим ощущениям, этот человек, не может. У него просто кишка тонка, как я ему говорил. А потом уже, соответственно, по чуть-чуть начали какие-то факты всплывать. Тогда уже все об этом говорили, что она не нужна была никому кроме него, как бы, и она ни у кого не вызывала такого чувства ненависти, чтобы с ней такое сделали. И потом это все было на даче. И была ее машина на месте, был ее телефон на месте, ее кошелек на месте, ее документы. То есть это было не ограбление, это было особо жестокое убийство.
И сделать это мог только тот человек, который как бы уже в состоянии аффекта находится. А в состоянии аффекта находятся, как чаще всего, самые близкие люди. Не знаю, как это объяснить, но мы с ним разговаривали. Я подошла к нему с соболезнованиями. Я хотела просто вот с ним поговорить. И до последнего не хотела верить в то, что это сделал он. Но одним он сказал одно, а там он уже немного выпил алкоголя, и мы с ним стали разговаривать, и он говорит, что мы поругались, и я уехал. То есть это отличалось от других, то, что он говорил. То есть уже получилось то, что он уже говорит разное. То есть вот это было странно. Возможно, именно желание Наташи родить ребенка и стало началом конца. По словам близких, Наташа все чаще говорила о разводе. И до сих пор все думают, что только он мог так сделать, потому что Наташа могла сказать ему, она уже устала вот с этим вот желанием забеременеть, что она могла принять решение все-таки о разводе, она могла ему это сказать. То есть это могло его спровоцировать. Но сказать 100%, что это он, я не могу. Бывает же то, что человек долго притворяется. У него было не все так хорошо с работой в последнее время. У нее наоборот. Он привык к жизни в Петербурге. Не поедет же он к маме в однокомнатную квартиру в Новороссийск обратно. Уже через месяц после убийства, когда Кордос Исоев был под следствием, его родственники рассказывали на федеральном ток-шоу, что никаких серьезных проблем в семье не было, что до последнего Константин очень нежно относился к своей жене и каждый раз встречал ее с цветами после рейса. А вот эта фраза, которая звучала, что Константин встречал ее из каждого рейса, вы такое замечали? Нет, это неправда. Может быть, и встречал он ее дома с кастрюлей супа, к примеру. То есть, понятно, он 4 дня не видел, что сложно встретить жену дома. Так ее машина стояла на парковке в Пулково всегда. То есть она приезжала на своей машине в Пулково, мы улетали в командировку, также на своей машине она уезжала из Пулково. Я ни разу не видела его в аэропорту. Об этой истории писали и снимали сюжеты разные СМИ. И журналисты рассказывали о еще одной версии. Константина на преступление могла толкнуть ревность. Якобы у Наташи появилась новая любовь. Начался суд, и все, конечно, внимательно наблюдали за тем, как ведет себя Константин на заседаниях. От прежнего лоска уже мало что осталось. На первых заседаниях он выглядел подавленным. Но постепенно его поведение менялось. А когда вас допрашивали, Константин там был в зале? В смысле, в суде? Был, да. Как это выглядело? Можете описать? Он уже был очень истощенный. Он очень сильно изменился внешне. Это было, наверное, сейчас скажу, 1,5-2 года прошло после задержания. Примерно тогда это было. Выглядел он странно, похудел очень сильно, не смотрел в глаза. Взгляд был просто опущен в пол. Вот. На все про все он только говорил, что это все цирк. У Максима, пока шел суд, мнение тоже менялось. Сначала он не верил, что это сделал Константин, а потом с каждым новым фактом все больше склонялся к мысли, что Наталью все-таки убил ее муж. Следователь подсветил по записям с камер наблюдения на дорогах, которые были, как бы в квадрате, да, что он там, засветился. Вот эти моменты меня уже немножечко подвинули. Но на самом деле это как бы могло и быть объяснимо, потому что бесхребетный человек, оказавшись в ситуации, допустим, да, если, допустим, вот на тот момент еще не было доказано, мог запаниковать, обнять, посмотреть, испугаться, потом убежать, да. Но меня именно окончательно разубедило то, как он себя в суде вел, когда я показания давал, как он себя, по-скотски, по-свински вел именно в суде. То есть он вел себя нагло, вызывающе, по-хамски, при том, что я-то давал показания о том, что я-то на самом деле, не уверен в том, что он мог это сделать, и при этом вел себя как последняя свинья, назовем вещи своими именами. А как это было? Как это было? Он пытался обвинять меня, спрашивал, хотя он не судья и не прокурор, где я был и так далее. И вот это все с ухмылочкой, с этой такой нагло неприятной, мерзкой, противной, что помыться хочется. Вот тогда у меня тогда перещелкнуло. Я все-таки для себя определился, что этот человек мог это сделать.
То есть вы даете показания свидетельские в суде, и типа у подсудимого есть вопрос. Как-то так, да? Нет, у подсудимого нет вопроса. Подсудимый, перебивая меня, выкрикивает из этой вот клетки вопросы мне, хотя я даже не закончил говорить. И я-то на самом деле, даю показания, которые, по большому счету, ему не во вред, это точно. Но он все равно себя так ведет. Как-то вот так он себя повел. Но для меня это окончательно галочку поставило под тем, что все-таки, наверное, это он сделал. Именно моя внутренняя убежденность вот в тот момент она сформировалась. Вот смотрите, всегда, когда предполагается, что муж убил жену, возникают какие-то мысли о том, что, может быть, он как-то и раньше проявлялся агрессивно или срывался. То есть не в смысле, что он был такой агрессивный человек, а может быть, он в какие-то минуты срывался. Там был тихий, а потом раз и переклинило. То есть ничего про это не было известно, что вот он способен на какие-то выходящие за рамки нормы поступки внутри семьи. Если сказать прямым текстом, то, что я увидел на суде, характеризует его как труса и подонка. То, что он там делал, то, что он мне говорил. А мягкотелые трусы и подонки, они не могут проявить это сразу. Им надо реально, зерна зреют, эти капуста, помидоры, они это накапливают. Они очень долго не могут. Им надо прям такую критическую массу набрать. Этого желания, чтобы они просто пересилили свою внутреннюю трусость и что-то сделали, что это годы. Но это мое наблюдение, да и в принципе это мировая практика такая. А зато потом это все в десятеренном масштабе выплескивается в каком-то одном эпизоде. Видимо, что произошло, судя по всему. Он не мог это сразу, ему нужно, если это он, а мне кажется, на 95%, что это он, ему нужно было накопить. Есть сильные люди, у которых сильная воля, они могут это сделать сразу, когда у них, это накатило. Этот не мог, ему нужно было реально много времени. Что касается версии, что Наташа хотела развестись из-за новых отношений и что вообще Константин ее ревновал, то здесь никаких конкретных фактов не появилось. Возможной причиной убийства могла стать ревность со стороны актера. Наталья Кардос-Исоева работала стюардессой в крупной авиакомпании. Постоянные перелеты, ночевки в чужих городах. По некоторым данным, в семье регулярно возникали конфликты на этой почве. Видимо, и в день убийства между супругами произошла ссора, хотя соседи по даче, это практически пустой участок и небольшая бытовка, где Кардос-Исоевы бывали редко, ничего подозрительного не заметили. Шума никакого мы не слышали, хотя мы постоянно находимся здесь. То есть все было как обычно. Друзья уверены, Наташа не тот человек, кто будет обманывать. Что она была за человек? Честный, порядочный, добрый. То есть это очень хороший друг, это хорошая жена. Это тот человек, с которым в прямом смысле можно и в огонь, и в воду. И также Наташа была справедливая. Она не терпела лжи, манипуляций, притворства. А были ли у нее какие-то, смотрите, у нее есть, давайте так скажем, мечта, в общем, самое горячее желание иметь ребенка, ее мужчина ребенка вообще никак не хочет. Вы не знаете, может быть, у нее были мысли, перейти к другим отношениям, то есть где она может реализоваться как женщина? Не было таких разговоров? Нет, потому что она порядочный человек, она бы скорее развелась бы с мужчиной. То есть сначала бы она развелась, потом бы она стала бы пытаться себя найти в новых отношениях. То есть это 100%. И никаких не было с ней рядом мужчин. Никогда, нигде, ни в командировках, нигде. Царство небесное. Да, она была достаточно красивая. Там даже дело не в красоте было, а в том, что она была яркая. То есть бывают люди даже не очень красивые, но именно яркость внутренняя, она очень сильно привлекает внимание. Она была именно ярким человеком, запоминающимся, достаточно эмоциональным, постоянно эти легкие перемены настроения. Но она была весьма интересная, да. Я думаю, что она не только его интересовала, но на мое удивление, достаточно многие годы она вообще даже ни на кого не смотрела, как я понимаю. Она как-то была верна их взаимоотношениям, что удивительно на самом деле. Угу. Давайте я чуть-чуть уточню про перепады настроения. Вы имеете в виду, что она могла быть и резкой,
и доброжелательный, или про какие перепады мы говорим? Я о другом. Она могла быть вот именно веселой, яркой, искрометной. Могла замыкаться, было видно, что у нее плохое настроение, она старалась его на других людей, не выплескивать. По крайней мере, на не самых близких, я уж не знаю, как у них там было, да, с Костей, там, с братом. Она вот уходила в себя и давала понять, что вот сейчас вот, она не очень расположена. В виртуальном общении все просто, человек просто пропадал, да, из эфира. А в реальном общении было видно, что ей что-то не нравится, но она старалась этого не подавать, она вот как бы в себе это подавляла. И никакого такого негатива я от нее не помню на самом деле за много лет. И вот 2 года спустя после преступления наступил день приговора. Судья зачитывает, какие жестокие раны были нанесены Наталье. Напомню, это 69 ударов, не меньше, предметом, похожим на гвоздодер. Маме Натальи стало плохо в зале суда. Но то, как вел себя в день приговора обвиняемый, вот это поразило всех. Назначить Кордосу Константину Борисовичу по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме этого, потерпевшим осужденный должен будет выплатить 1 миллион рублей. Реагировал на приговор актер крайне эмоционально. Сначала всех назвал молодцами, а затем сравнил собравшихся с клоунами. Роль осужденного Кордос Исоев примерять отказывается и обещает доказать невиновность. Родственники погибшей никаких апелляций подавать не хотят. Очень устали за эти 2 года борьбы. Я считаю, что ему мало дали. Он заслужил больше. Как он как убивал, как избил, как она смерть приняла. За это вообще бы... Я очень жалею, что он столько получил. Ни один зверь так не поступает, как он поступил. Это был апрель 2018 года. Актер отправился в колонию строгого режима на 11 лет. Но это еще не конец истории. Наташа, конечно, этого не заслужила. Наташа долго отработала в Аэрофлоте, в авиации. Были разные ситуации. Даже была ситуация одна из недавних, до момента ее смерти. Она на борту провела реанимационные процедуры и откачала пассажира. Есть подробности какие-то? Это все обычно очень быстро, экстренно делается. Конечно, там никто ничего не снимал, но сам факт, что это прям героизм с ее стороны. Кому-то стало плохо с сердцем? Да, то есть это кислород, это непрямой массаж сердца, это все сделала Наташа. То есть Наташа четко прям реагировала на такие вещи. Она не имела врагов, это не тот человек. Когда она училась на биофаке в СПбГУ, она могла домой принести животных. Не знаю, совенка один раз принесла. То есть у нее прям... Дома все. Она бы все отдала бы людям, вот если бы она могла бы. Она держала пост, она была набожная, она была порядочная. И она бы помогла всем, кому она может. Она очень много занималась своими племянниками. То есть вот она хотела ребенка, но много занималась своими племянниками. А вы для себя не ответили на вопрос, почему такая яркая и выпуклая Наташа выбрала такого... неопределенного, мягкого, ватного Константина? Я позволю себе пошутить, если бы я был Вангой, я бы сказал, по факту, он симпатичный мужчина, я на мужчин особо не смотрю, но в принципе он симпатичный мужчина, хороший рост, хорошая внешность, актер, он, видимо, мог себя подать. Не нужно же быть постоянно зацепительным, привлекательным, ярким. Можно себя в одном каком-то порыве подать, завязать отношения. А дальше мы все знаем, как в многих семьях это бывает, да? Демо-версия закончилась. Не знаю. Я не знаю. Я имею в виду, почему именно он, а не какой-то другой молодой человек? То есть чем он ее именно покорил? Красивый, эффектный мужчина. Наверняка с этого все началось. Мы не выбираем, да, какая бы женщина была, сложно объяснить, почему именно он.
И многие еще после приговора в соцсетях обсуждали, какой он актер. И в какие моменты жизни, в своих отношениях с женщинами, в 4 браках он был искренен, а в каких играл роль. Преступление, напомню, произошло в 2016 году. Кордос Исоев получил 11 лет колонии строгого режима. И по приблизительным подсчетам, ему до окончания срока оставалось где-то 2 года. Вы что-нибудь слышали про Константина сейчас? Каким-то образом что-нибудь доносится про Константина? Ну, насколько я слышал, что он освободился по УДО и сейчас под подпиской о невыезде находится где-то там, откуда он родом. Ну и больше, собственно говоря, я ничего не слышал. Меня это на самом деле возмутило, потому что я просто не силен как юрист, но мне кажется, что вот такие преступления, по ним УДО не должно быть в принципе. То есть почему-то по измене родине у нас УДО не существует, да, по статье. А по статье убийства с особой жестокостью что получается? Что да, для меня это дико. Человек, который позволил себе такие вещи и потом много чего позволил после того, как, видимо, Наташенька была уже мертва, Царство Небесное, но это за гранью. Это надо до конца и вот до последнего дня срока, чтобы человек реально получал удовольствие от последствий того, что он сделал. Ну вот по мне так. Но его почему-то выпустили. Но что он на свободе, я знаю. Мне, честно говоря, это, мягко говоря, не нравится. Ну, как есть, я не суд, я не наше государство, не исполнительная власть, не судебная. Ну, видимо, им виднее. Не, по-человечески это вполне понятно. Я вас, собственно, ваше мнение и спрашиваю, ваши мысли. Да, вот. Я бы ему дал лет 15 и без права УДО. Не потому, что я Наташин друг, а потому что я достаточно подробно представляю, что он сделал. 15 лет и без вариантов, и сидеть, и желательно в строгаче. Вот это мое мнение, я уж извиняюсь, если немножко резко выражусь. Но вот это вот я бы сделал так. Вот еще один момент. Вот как бы оборачиваясь назад, как вам кажется, существовала какая-то точка, в которой, могла история пойти по-другому? Я думаю, что да, потому что мы в общении, я как раз этот момент обсуждал, Наташ, я говорю, у меня нет своей скважины, да, но я что-то делаю, что-то пытаюсь. Он не пытается, не делает. У вас вот с детьми, да, как бы, не получается. У него такие дети в предыдущем, отношениях, вот такие, никому не нужные, в смысле ему, да. Говорю, слушай, а ты, может быть, ты посмотришь вокруг-то, есть много людей, которые, наверное, достойны внимания. Но она вот не хотела, может быть, если бы я тогда ее убедил, но я привык особо, не продавливать свою точку зрения в общении с людьми. Я, нет, хорошо, нравится тебе, хорошо. Вот тогда, наверное, да, если бы я немножко ее, может быть, додавил, может быть, она бы начала смотреть вокруг. Катя, у вас вот эта трагическая история, она, насколько сильно отпечаталась? Что вы себе спустя время говорите? Я прислушалась к совету Наташи, чтобы я не откладывала вопрос с рождением ребенка. В 2019 я стала мамой. Сразу. Как только получилось, так сразу. Некоторые ее советы, они по жизни рядом. Я скучаю по ней, я считаю, что она очень достойно могла бы жить свою жизнь. Как-то приехала я к ней на кладбище, похоронена она недалеко, на юге города, то есть здесь же рядом Пулково. И я сажусь в машину, завожу машину, и по радио играет песня «Омега. Лететь» и «Лететь по белому свету». Я так, о боже. И я еду, она играет эта песня, и прямо над Таллинским шоссе на посадку заходит именно 320-й робус Аэрофлота, на котором мы с ней вместе работали. То есть и песня, и самолет, и все это было в одной секунде в моменте.